Привет, с вами Вандерфото, и сегодня у нас распаковка и обзор камеры Nons SL660. Скажу честно, я уже ее открыл, одел объектив и чуть-чуть повертел. Я скажу больше, я даже второй или третий раз уже переписываю видео, потому что постоянно у меня возникают какие-то моменты в башке, которые надо доработать. Поэтому не будет вам в первое впечатление, будет мое такое интересное общее мнение. Итак, что ко мне пришло? Ко мне пришла вот такая вот коробка. Она не заклеена нигде ни скотчем, ни вообще никак. И внутри у нее, собственно, вот так она открывается, лежит камера. Камера лежит без пупырки, без поролона, безо всего. Она просто супер плотно прижата. Блин, я не знаю, это не самый надежный вариант доставки, конечно, камер. Дошло все цело. Объектив шел отдельно вот в такой коробке. Значит, вы можете купить как камеру отдельно, как и камеру с объективом. Это отдельная опция на сайте Nons есть. Если когда-нибудь эти камеры будут продаваться на Вандерфото, я думаю, это тоже будет отдельной опцией. Давайте чуть-чуть поговорим о камере, прежде чем я вам ее покажу. Она вот здесь лежит у меня. Значит, эта камера изначально компания Nons. Я так понимаю, что находятся они в Гонконге, но производство уж точно в Гонконге. Суть, что это камера моментальной печати, на которой изначально собирали деньги на Kickstarter. Точнее так, они собирали деньги на камеру формата мини. Потом, это зашло, деньги собрали, сделали камеру. Потом сделали еще одну камеру 5 на 4,5, по-моему. И вот теперь они сделали формат Instax Square. Почему я уже решился ее купить? Потому цена не маленькая, от 700 до 1000 баксов, чтобы вы понимали. Потому что у них уже было две камеры. Я подумал, что они учли ошибки, доработали все, что можно, исходя из того, что это уже можно сказать, как третье поколение камер. Плюс это формат Instax Square, который мне больше всего нравится. Он больше всего похож на классический Polaroid. Плюс я смогу сравнить эту камеру с еще многими другими камерами на формате Instax Square, потому что мы ищем идеальный фотоаппарат. Ну и самый большой, самый главный плюс, то, что здесь сменная оптика. То есть, по факту, вы можете купить боди и одеть любой объектив, какой хотите. Изначально у нее байонет EF, то есть это Canon. Я купил объектив, который так и называется, Nons. Я подумал, если уж брать, то по полной, полный оригинальный фарш. Я так понимаю, что этот Nons тоже с байонетом EF, но я не могу это утверждать, мне просто негде посмотреть. Вот, поэтому показываю, что есть. Давайте, коробочка. В коробке лежит инструкция. Она вот так над ней лежала. Она белая, а камера черная. И инструкция у меня приехала грязной. То есть прям реально здесь следы грязи. Вот, так что это нормально совершенно. Инструкция на английском, там на много языков, плюс английский. Окей. В коробке USB шнурок. Это у нас USB или что это? Это Type-C вообще, Type-C шнур. По привычке называемого USB. И там еще был наглазник вот такой вот. Изначально глазок круглый, вот такой вот наглазник. Окей, теперь сама камера. Вот она, крышечку я снимаю. Крышечка в комплекте, все крышечки были, это хорошо. Давайте о камере. Значит, что вообще бросается в глаза? У меня идет перевес. Когда я одел объектив, у меня сразу пошел перевес, вот такой вот наклон. Очень сильный. Поэтому штатив, если будете использовать на каком-нибудь штативе, в котором крутится башка, наверное, она будет клониться. То есть, по факту, я вот даже когда держу, у меня напряжение руки постоянно из-за этого идет. А хвате. Смотрите, моя жирная, огромная рука вот так вот кладет свой пальчик. И здесь идеальная классная кнопка. Эти кнопки отдельно продают для камер типа Olympus, Pentax, вот сверху на AliExpress, или у нас в магазине. Вот. Она откручивается, и когда вы ее открутите, будет такая торчащая пимпа, туда можно поставить тросик. Вот. Кнопка классная. Хват деревянный, или аналог дерева, наверное, все-таки дерево. Он, в принципе, прикольный. Мои пальцы вот здесь, они не съезжают. Но вот сзади, не очень удобно показывать. Вот здесь мне вообще неудобно, мне крайне неудобно сзади. И моя рука вот в этом месте находится в дичайшем напряжении. Вот я честно вам скажу, я не люблю, когда моя рука напряжена постоянно. То есть буквально подержав минуту, у меня начинает очень сильно болеть весь нерв, вот эта мышца руки. Поэтому, конечно, надо либо поддерживать второй рукой, вот так, либо, я не знаю, вешать на шею. Кстати, ремешка в комплекте не было никакого. Здесь есть крепление для ремешка, обычные круглые дырки. Это, конечно, хорошо, но могли бы уж, какую-нибудь веревку дешманскую дать за такие деньги. Просто на первое время, пока ты не купил ремешок. По-честному, да? Далее. Значит, хват мне не нравится. Но в целом, вообще, сам корпус, он
не пластмассовый, как многие думали, что как там, может, первые версии были пластмассовые, то есть здесь уже такое, ну, это типа алюминия, я не знаю, что это, ну, какой-то почти металл, можно сказать, и вот стучу даже, чувствуется какой-то металл. Сзади кожзам черный, тактильно приятный, откроем крышечку, легко открывается, ну, внутри ни хрена нет, как вы понимаете, нет кассеты, ничего нет. Что у меня еще есть, значит, здесь? У меня есть выдержка V1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250. Ну, этого мало. Я вам скажу честно, конечно, в новых камерах, которые сейчас производят, тем более за такие бабки, люди требуют большего количества выдержек, больше возможностей. Конечно, у кассеты Instax ISO 800, в принципе, этого, конечно, хватит. Реально хватит, на самом-то деле. Но им нет функции задрота. Как бы функции задрота, и проблема в том, что очень многие задроты покупают именно эту камеру. Ну, как бы, если уж кто-то ее покупает, это задрот, а для него нет некоторых функций. Ну, окей, закроем на это глаза, это ничего страшного. Теперь, объектив. Объектив, я взял стандартный полтинник, у них есть, по-моему, 35 мм и полтинник. Но я подумал, ну, блин, если уж пробовать, то вот с классическим полтосом он похож на объективы системы Pentax K, что-то типа Carena, Cassina, Soligor, вот точь-точь. Мне кажется, знаете, вообще не вижу разницы. Я думаю, они на этом же заводе их и заказали. Или они купили их и поменяли передние плашки на нонс. То есть, может быть, они просто плашки заказали и одели плашки сверху. Объектив плавный, хорошо ходит, видно, что он новый. К этому не придраться. Давайте сниму объектив. Покажу вам здесь все остальное. Вот этого, кстати, на как бы Cassina Carena нет такой стали прям блестящей. Здесь тоже все блестящее, офигенно красивое стеклышко, видно, что оно прям такое сочно блестит фиолетовым. Одеваем обратно. Красная точка есть и на камере, и на объективе. Все легко и просто. Значит, смотрите, я могу сделать спуск прямо без, как называется, без кассеты, нажать на спуск. И я вам покажу это к микрофону. Вот притяну, там такой хлопок. Еще раз. Надеюсь, это было слышно, и музыка это не заглушит. Короче, суть такая, что такое впечатление, что там нету никакого стабилизатора зеркала, как, знаете, на старых Pentax 67-х, на каких-то древних камерах, когда ты делаешь спуск, у тебя вся камера такая... Вот так это сейчас звучит, очень сильная тряска. Конечно, бывалым морским волком это нипочем, но если новичок будет снимать, я не знаю, может ли у него быть из-за этого смаз или нет. Я не могу быть уверен на 100%. Я, наверное, когда буду снимать дополнительные видео, сделаю специально кадр, где не буду париться за стабилизацию, и посмотрим, будет ли смаз или нет, чтобы понять, накосячит ли новичок с этой камерой. Далее, когда я делаю спуск, у меня опускается зеркало, и мне нужно вот здесь вот палочку потянуть вниз, чтобы оно вернулось. Давайте, кстати, покажу вам, как это здесь работает. Выглядит, это видно только сзади. Ой, нажимаем на спуск, оно типа ушло. И теперь я его, вернул обратно. Отлично, с этим мы разобрались. Теперь по заряду, как мы знаем, заряжается оно от Type-C. Вначале мне пришла полупустая зарядка, я ее так и не заряжал до сих пор, я ее включаю, здесь у меня вот просто кнопка включения. И внизу у меня есть еще кнопочка мультиэкспозиции, я пока не знаю, как ей пользоваться, потому что у меня нет кассеты, как будет, я, конечно, попробую это в отдельном видео. Написано, что, вроде как надо держать кнопку, будет мультиэкспозиция. Окей, значит, когда я включил, у меня появился дисплей. Вот он дисплей, он горит. На нем показаны рекомендательные характеристики. То есть у меня написано, что сколько у меня заряда батареи, сколько у меня сейчас кадров. И диафрагма у меня написано 4,5, исходя из выдержки 15. То есть, когда я кручу выдержку, у меня меняется диафрагма. Если я кручу диафрагму, у меня ничего не меняется. В принципе, нормальная, полезная штуковина. Вот. Далее, по видоискателю. Он офигенный. Видоискатель яркий, чистый, видно, что на этом не стали экономить, с ним все хорошо. Также у нас есть башмачок, туда можно, собственно, одеть нашу пышку. Но есть вот такой нюанс, который мне не нравится. Сразу говорю, вот этот дисплей. Обычно дисплей ставят такой, знаете, пластмассовую заглушку, просто самый дешевый кусочек пластика, чтобы, дождь не попал. Вот в данном случае ничего здесь не стоит, и любая капелька дождя, которая попадет в дисплей, может его замкнуть, а это значит, сдохнет вся электроника.
И я за это очень сильно переживаю, потому что там прям фактически яма, в которую можно, блин, чуть ли не лужу воды набрать. Я очень переживаю за это, потому что если чуть-чуть там что-то отойдет, и вода попадет внутрь, моей камере конец. Но можно было, блин, потратить $1 сверху, поставить какую-то заглушку, не знаю, даже, не знаю, блин, просто плотно ее там запихните, ударите молотком, чтобы она встала, ну, чтобы был какой-то элемент защиты. Это мне не очень понравилось, ну да фиг с ним. Замер производится вот здесь дырочка спереди, вот она. Я так понимаю, штативное гнездо на месте. В общем, это общая как бы картина про эту камеру. Что могу сказать? Конечно, надо тестировать. Это будет отдельное видео, смотреть кадры. На первый взгляд впечатление неоднозначное. То есть за такие деньги я ожидал чуть-чуть большего, и с учетом третьей версии камеры я тоже ожидал чуть-чуть большего. Я ожидал, что моя рука не будет постоянно напряжена. Для меня вот как бы вот вообще, видите, вот у меня палец постоянно вот этот большой выпадает, ему некуда деваться, ему просто некуда деваться. Вот, ну неудобно реально. То есть вот он как у меня лежит. Вот так. Неудобно. Вес. Ну вес, ладно, это формальности. Вот этот момент с заглушечкой дисплея. В остальном все, в принципе, нормально. То есть я надеюсь, что за такие бабки эта камера будет делать просто супер шедевры. И я буду очень доволен. Также мы сравним ее с другими фотоаппаратами. И, возможно, даже с камерой от Минта. Вот. Так что такое вот первое впечатление. Пишите ваши комментарии. А я пошел готовиться к новому видео. С вами был Леонид. Пока. Подписывайтесь на наш Инстаграм. У нас тут очень много классных, интересных фотографий, различных лайфхаков, а также мы выкладываем сторис, в которых вы можете поделиться своими фотографиями, голосовать за выбор пленки и участвовать в различных конкурсах. А также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки. Будет круто. Присоединяйтесь.